Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале FortUI. Я здесь вижу, есть классные маги на самом-то деле. Я бы хотел, наверное, через магов сыграть, но на самом-то деле мне даже не через магов хотелось бы сыграть, а мне бы хотелось сыграть через... Ну, если честно, хотелось бы на мете хоть разочек сыграть, там, ведьмачки, вот это вот все, Балтика, девяточка, все дела, так что... Я уже подготовился заранее, поэтому давайте попробуем. А там может повезет, а может нет, кто знает. На самом деле здесь... Хотелось бы еще попробовать одну тему, это собрать... Опа! Блин, ну это хороший буст со старта. Я бы на самом деле даже заблочил бы, потому что я хочу... Ну, может быть, на всякий случай шаманов бы попробовал бы сделать. Ну, знаете, вот как на крайняк. Мог бы и шаманов сделать, плюс это орки еще сверху. Вот это, в принципе, прикольный буст, на самом деле. Хотя, на самом деле, не знаю. Не, ну ладно, я возьму. А то мало ли сейчас получится, хотя не знаю. Блин. Не, ну надо брать. Со старта это надо брать. Может мне сейчас шаман еще со старта придет, тут панда. Это вообще будет песня. Просто идеальный старт со старта. Старт со старта. Ребят, если вдруг фоном там слышно микрофон, то я... Ой, микрофон, вентилятор, то я дико извиняюсь. Мне настолько жарко, что я уже просто не могу. Я уже направил на себя. Потому что это просто жесть. А еще у меня вебка, ну, максимально не может передать цвета, яркость. Я тут пытаюсь тыкать, но она не может передать нормальную яркость, поэтому, ну, буду копить, собирать, там уже посмотрим, что получится из этого. Получится насобирать, классно. Не получится, ну, что поделать. Значит, так и должно было быть. Как-то так. Больше ничего не могу с этим сделать. Вот и все, как бы. Да. Не, ну то, что орки со старта пришли, это очень сильно. Я бы на самом деле хотел бы, чтобы не мехи пришли сейчас полностью. Сейчас бы резак выпал, еще было бы идеально. Ну, панда, конечно, не пришла, потому что ей насрать на меня абсолютно. Ну, ладно. Ладно. Хотел бы, да, знаете, даже пообузить немножко какую-то сборочку. Там, красиво как-то сыграть. Но... Да вряд ли получится. Так, сюда вот так. Посмотрим. Если сейчас будет приходить хорошо, то поиграем. Не будет хорошо приходить, ну такое. Ну что ж. Я бы на самом деле реально хотел бы забузить панду. Если сейчас панда, шаман бы пришла, я бы ее хотел забузить в тройку, сыграл бы через зверей, потому что звери уменьшают теперь уязвимость. А из-за того, что не уменьшает уязвимость, панда-шаман будет бить намного сильнее. Но посмотрим, насколько это будет реализуемо, получится ли вообще. Но пока что, как бы, приходит неплохо. Я бы даже сказал, довольно-таки очень неплохо. Но и на самом деле это пока что слабо вот так. Я, наверное, вот так вот сделаю. Так будет намного сильнее. Намного сильнее. Что у нас тут вообще собирается против меня? По-любому здесь будут драконы-маги. Нет? Странно. Но дракон-маг здесь должен по-любому появиться, потому что, как бы, ну... Ребята. Давайте, ну, без этого. Ну, должны драконы-маги появиться. По-любому. По-любому, прямо от гадалки не ходи, должны появиться. Не знаю, если может, SF сейчас придет со старта. Вот так вот поставлю, вот так вот поставлю. На самом деле, ну, если даже кунг-фу придет, я бы мог и на кунг-фу сыграть. Это было бы неплохо, это было бы прикольно, почему нет, если идет. Что отказываться, как говорится. То я обычно отказываюсь, хочу контент сделать. Ну, сделаю контент сейчас на мете, на имбе. Просто возьму, просто левой ногой руки буду там играть и все. Левой ногой руки, если что. Левой ногой руки. Я все правильно сказал. Ошибок нет, если что. Кто скажет, что есть ошибки, тот сам ошибка. О, май. Вау. Ого. А что это за подарок такой? Я бы на самом деле и омника бы хотел видеть. Ну не знаю, тут пришел как бы жрец. Может, знаете, что хотелось бы попробовать? Чернокнижники. Жрецы. Боги. Чернокнижники боги. Жрецы. Было бы прикольно на самом-то деле. Хотя, на самом деле, если придет гриттер, можно и на гриттере вообще сыграть. Реально, придет гриттер, буду играть на гриттере. Не придет гриттер, ну и ладно. Беру всех. Хочу, чтобы так было. В самом деле, шама. Блин, ну раз у меня в тройку, он в двойку со старта пришел, это сильная такая, знаете, ну, заметочка на будущее.
Потому что со старта это очень сильно, чтобы он пришел такой огромный. Очень сильно. Панду вот это вот нет смысла в тройку гнать от слова совсем. Такая бесполезная панда, что мать её заново. Кстати, людей могу поставить. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Я выставлю людей full. А не выставлю я full людей. Мне слотов не хватит. Мне надо чуть больше. Чуть-чуть больше надо. На самом деле, омник будет пожирнее. Я хочу омника пока поставить. Ты иди сюда, здесь постой, пока что почиль. Не, ну это очень жесткая гида, как бы вот этот. Но я, наверное, ему. Хотя, не знаю, 300 хп. Сколько это урона? Это 90 урона, а так было бы 60 урона. Но на самом деле лучше ему туда закинуть. Он подольше поживет, побольше покастует. Я ему закину лучше. Да, лучше ему закину. Не знаю, но я бы хотел попробовать забузить его. Мне как-то вот очень сильно бы хотелось его сделать огромнейшим. Мы просто разбавим, почему рыцари еще собираются против меня. То, что вообще рыцари играют каким-то чудом, для меня это прям, ну, нонсенс. Вот реально нонсенс. Кстати, пришла одна сейчас пандочка. На самом-то деле, можно забузить эту пандочку. Тройку придет, будет хорошо. Вот реально, придет в тройку, будет хорошо. На самом деле панда... Хотя... Ну, а реально вообще можно ее сделать. Под 9 убийцами она будет же разваливать, нечего делать. Хочется ли? Еще хочется. Ладно, это я продам, выйду уже в 10-13 монет. Уже надо побыстрее выходить в инкам, все такое. Будем обузить эту панду, значит. Если придет сейчас мне... Кто мне должен прийти? Вот кто мне должен прийти? Волшебники. У меня есть этот жрец, буду и гиду брать, этого жреца апать. Как-никак он очень сильный на самом-то деле. Типа он дает как бы 150 урона, 8 секунд откат, радиус действия 300, отхиливает. То есть он очень много бьет, он чистым уроном еще бьет. Вот приходит и гида в двойку, приходит сейчас это. Делаю фулл волшебников, выставляю себе этого убийцу и просто буду сидеть на чиле, на расслабоне, кайфовать от того, что она будет мне идти. Но это, кстати, прям слишком огромный такой буст со старта. Мне нравится такой расклад. Так, этих тогда я продам. Пандочку выставлю. Так, давай теперь по бырику, чтобы не пришел демон. Я бы полный инкам бы сейчас сролил. Вот честное слово, я бы полный инкам бы сролил, но лишь бы, чтобы не приходило, ну, вот это вот чудовище. Можно было бы магов вообще замутить при таких раскладах. Но тут вот воины, рыцари. Знаете, что я сейчас подумала? Можно реально же сделать зверей. И через вот это вот тлеющий клинок. Это же нереально много будет урона. Как же он будет разваливать красиво. Запись хоть идет? Запись идет. Я надеюсь, что мне сейчас просто ранние придут волшебники. Мне бы очень хотелось, чтобы пришли ранние волшебники. Очень. У меня две сильнейшие... Фу. Я же заговариваюсь немножко, честное слово. Я такого просто давно не ожидал. Давно не видел, я даже так сказал. Это очень сильно. Это серьезно. И это очень сильно. На самом деле, возьму я сделаю так. Сделаю так. Вот так. Вот так. Вот. Волшебник одного ставлю. У меня 100 хп, как бы, да, у меня винстрик, как бы, да, это круто, все классно, все замечательно. Единственное, что мне действительно нужно будет сделать, наверное, зверей. И я хочу реально попробовать забузить эту панду, но она просто сейчас уже в единицу. У меня нету еще одной панды, чтобы приходила, даже нету одного волшебника. Но я поздно, наверное, выставил. Я больше скажу, у меня нету никакого демона, чтобы это закрыть. А мне бы хотелось, на самом деле, чтобы сейв был. И сейв желательно, чтобы в двойку пришел. Это будет огромное количество магического урона. Первое. Ну вот он пришел, отлично. Теперь мне надо, чтобы ты приходил еще. Ты мне нужен. Дорогой, ты мне нужен. Турельный щит нет, это нет, это нет, это нет. Все. Хаммер. Кстати, об этом. На самом деле лучше ему, потому что он будет летать по всем станы давать. Единственный минус, то что у него со старта как бы мало урона, всего лишь доп урон 100. Хотя на самом деле не так уж и мало. Я, наверное, ему все отдам пока что.
Хотя, может, СФ лучше. Хотя нет, СФ не поставлю. Так, эти же будут кататься сейчас, точно. Они сейчас будут кататься ж. Короче, мне срочно нужно 2 волшебника. Вот срочно мне нужно 2 волшебника. Тут даже не обговаривается. Нужно срочно 2 волшебника. Я потеряю свой винстрик. Зато я поимею очень много плюшек. Вау. Хорош. Ха! У меня даже этот чувак пережил Дум. Отлично. Но я буду реально зверей собирать. Да и этих. Вау. Спасибо. Пиво. Пришло пиво. Шаман пришел. Непонятно. Тут непонятно. Тут тоже все непонятно. У меня уже 41 монетка. И в принципе у меня все понятно. Где мои волшебники? Мне это непонятно. Есть этот чувак. В принципе, окей. На самом деле... Не, ну на самом деле надо это колечко оставлять. Хотя я бы его скипнул, что-нибудь другое нашел. И башер бы заменил бы на что-то. На самом деле, реально. Собираем фул зверей. Заабузить эту панду. На самом деле, абузить ее даже уже, наверное, не надо. Просто в двойку собрать. И уже выходить в уровень, и все. И собирать себе фуловых чувачков. Ладно, тогда в действительности мы это убираем. Вот так вот. Можно вот так вот. И шикарно. Все, 50 монет есть. Эти есть. Панда есть. Эта панда есть. Ну да, мне получается тогда... Ой, 6 рыцарей. Каким образом рыцари здесь играют? Я сейчас не понимаю. Они должны были уже откиснуть 10 тысяч раз назад. Ведьмаков быстро кто-нибудь собрали? Кунг-фу кто-нибудь быстро собирайте? Ну, я просто не хочу играть на кунг-фу, я не хочу играть на ведьмаках. Ну, я хотел бы записать с самого старта такой видос. Да, мне бы очень хотелось бы. Но сейчас я поменял свое мнение, мне хочется сыграть немножко по-другому. Я, в принципе, знаете, вот подумал о том, что есть билд немножко поинтереснее. Ну, как немножко? Немножко на интереснее. Немножко интереснее. Но тут рыцари собрались, и рыцари нужно будет законтрить. Я не уверен. Хотя не, на самом деле я уверен, что под зверьми эта панда просто будет разваливать так, как никогда в жизни не разваливала. Так, Дум, слетай уже. Слетай, пора. Оп, отлично. Отлично. Давай, опа, хорошо. Так, не, кабанчик, не бей. Не бей, Бог ты мой. Это было обидно. Меня задушил кабанчик. Панда. Ой. Я рольнул чуть-чуть. Пришел кунг-фу. Я бы не отказался, на самом деле, от него, но я хочу отказаться. Я не буду. Я не буду играть на кунг-фу, даже... Ну, тогда вот SF мне тоже, кстати, не нужен. Вот не нужен и все. Зачем он мне нужен? Он уже поздно придет. То есть, если он сейчас придет, я просто элементарно не смогу ее наролить даже в тройку. Максимум в двойку. Но в двойку, я думаю, я и так смогу как-то наролить. Я на самом деле, ну, чем черт не шутит, можно попробовать. Потому что, ну, я в любом случае же винстрик потерял. Поэтому мне просто нужно что? Правильно, мне просто нужно брать, играть, пытаться апгрейдиться. Пришла, о, еще раз он пришел. Отлично. Мне такое нравится. Такое я люблю. Можно попробовать. Еще чуть-чуть попробую. Лондруид. Это мне надо. И змейка пришла. Вот так сделаю. Вот так. Так, ну лондруида, наверное, буду выставлять в следующем раунде. Не Трента, а лондруида. На самом деле это было... Ну, реально это прикольная идея. Просто единственное, знаете, в чем минус? Я не смогу им схавать некоторых друидов. Когда я их соберу в тройку, я их реально не смогу схавать. Потому что, допустим, тот же самый Трент уже будет стоить... Сколько? 5 монет. А у меня эта фигура будет 4 монетки стоить.
Опа, кстати, а вот и Абуз. Абуз. Мог бы выставить, кстати... Ну-ка, пандочка, гуляй. Что у меня тут есть? Так, давайте посмотрим, во-первых. Маги, нет, окей. Так, взгляд Азеса. Да, берем. Это мы оставляем вот этого. Так, это сюда. Уже зверей чуть-чуть есть. И что я хочу? У меня есть 4 друида. Хорошо, 7 уровень, 4 друида. Против меня такая сборка. Тут такие ребятки. На самом деле, я бы, наверное, все-таки 300 хп бы свапнул и нашел бы ману. У меня такое, знаете, предчувствие, что лучше найти ману плюс 40, чтобы я как можно быстрее кастовал. Хотя, может, это и ошибочно. Я думаю так. Хотя, на самом деле, то, что я сейчас минус реген делаю, это отлично. Вот этот предмет, на самом деле, реально очень шикарный в эту панду. Battle Fury, вот этот вот предмет, Башер, кстати. Я думаю, что Башер по всем сейчас полетит. То есть, если синергия кунг-фу, и вы выбили вот этого Void Spirit, который летает по всем, и есть у вас этот Башер, то этот Башер работает по всем. То есть, есть шанс некий, что вы по всем пролетите и забашите их всех. Как-то так. Как работает, ну, честно, сам не знаю, как это работает, но оно как-то так работает. Просто летаете, всех башите и кайфуете. На самом деле, тогда, знаете что, эта панда мне уже не нужна. А такой же логикой тогда мне не нужна и другая панда. То есть у меня сейчас будет 4 плюс 40 урона. Ага. Все, отлично. Видите, 4 монетки стоят. Сколько тренд уже стоит? 5 монеток. И этот будет тоже 5 монеток строить. То есть я, по сути, могу только инчу схавать. Тусика схавать. И все получается. Так, здесь кто? Чего так много рыцарей сейчас в катках? Я не понимаю. 6 рыцарей, 6 рыцарей. Вы что, прикалываетесь? Не знаю, где они такую видели, но это реально не метовая сборка. Самая плохая сборка, которая только может быть. Ну, в принципе, не мне на ней играть, поэтому они все на свой страх и риск смотрят. Даже если плегионка слишком огромная была, но если только против вас ведьмаки и сразу другие типы, то забейте просто. Тут вообще непонятно, что... Мне так кажется, что я играю на самом лоу рейтинге. Как-то все странно. Короче, нужна Кира. Синергия Кира, вот эта панда. И погнали. Не, ну рыцарь это, конечно, прикол. Я, ну, честно, я немножко в шоке. Вот. Кстати, это 300 хп я сейчас рольну. О, вот. Мана плюс 40 мне как-то больше нравится, нежели плюс 300 хп. Вот те. Плюс сейчас, кстати, 40% урона накидывается сверху. Это означает что? Правильно, это означает... А, кстати, все союзы. При нанесении фигурам противника. Атака при нанесении урона фигурам противника добавляется... Значит, все получается. Значит, все. Раз всем урон повышается, значит и все увеличивают другую тему. Уязвимость тоже снижается. Ну вот я же говорю, даже против меня сейчас рыцари были бы 9 воинов, и был бы у меня вот такой вот перс, как сейчас, то просто забейте, я бы выносил все и вся. Но на самом деле есть один такой маленький нюанс. Что происходит? Я немножко понять не могу, что происходит. На самом деле я уже мог бы сейчас выставить 9... Точнее, не 9, а 6 зверей. Что, наверное, я сделаю. Сделаю вот так. И идите сюда, как говорится. Сейчас мы будем с вами размовлять. Эгида тогда... Не, ну, кстати... Не, ну я забузить не смогу, я реально в тройку. Ну, физически не смогу, уже поздно. 20-й раунд, обузить. Не, ну если только СФ придет... Тут такая катка еще, знаете, я бы мог за... Не, ну за... Не, я не смогу, ребят, все. Сорян, но я не смогу вам этот контент показать. Я никак не смогу вам заобузить панду в тройку. Никак. Не в этой игре. К сожалению, не в этой игре, ребят. К сожалению. Но, кстати, зато есть один огромный плюс. Я этих сейчас расформирую, но видите, они по 5 монет будут стоить. Смысл? Я смогу только персонажи, которые будут стоить по 4 монетки. Вот я инчу схаваю, вот это схаваю. И все. Парочку человек всего лишь могу схавать. Но тем не менее, кстати, я смогу полностью... Если гида вы... Ну, конечно, если Кира выпадет.
Если Кира не выпадет, насильно ее ролить не буду. Смысл насильно ролить? Это бред. Этих персонажей на самом деле тогда можно продать. Но даже вот этот персонаж 5 монет стоит. Эгиду, кстати, ну можно было бы оставить, сделать стяжку, сделать. Кстати. Орки, полуорки. Я тогда буду всех станить, а этот персонаж еще будет всех летать. Так это прикольно. Мне такое... Кстати, мне нравится эта идея. Надо попробовать. Орки плюс полуорки плюс звери. Ну тут реально какие-то... Ну... Я не хочу показаться слишком токсиком, но тут какие-то нубы против меня. Честно. Собирают какую-то дичь. Творят что-то непонятное. Ну реально нубы. Я по-другому это не могу назвать, вот серьезно. 2 минус армор, отлично. Так, это выкинуть. У меня сейчас, чтобы вы понимали, минус 12, минус 6, минус 18 армора даю так. Плюс я даю 80% уязвимости, снижаю физическое. То есть это вот такая вот тема, вот смотрите сейчас, это кто? Ну это вот, видите? Вот, снижение физического урона. Вот, физическая уязвимость. То есть я минус 120%. То есть каждая моя тычка сейчас это 500 урона. Плюс этот скилл дает дополнительный урон 200. Поэтому там, ну, 800 урона просто по лицу катается вам. Прикольно? Я думаю, очень. Ну, только не, ну, противнику очень прикольно. Так, я выйду из инкама сейчас, потому что в этом нет как такого смысла даже сидеть в инкаме. Ну, вот так вот поставить, вот, 4 полуорка. Я на самом деле бы сейчас полностью из инкама бы вышел, но не вижу в этом как-то сейчас особого смысла. Башер. Башер, кстати, прикольная тема. Башер. Но нет, пока пусть так будет. Пока пусть так будет. На самом деле это прикольно. Полетел, всех застанил, стянул. Этот чувак всех вынес. Ну вот просто давайте посмотрим. Battle Fury, и там вообще все развал. Он же по всем, кстати, стаки делает. Не каждому по отдельности, а по всем, потому что у нее есть возможность такая. Мана, конечно, у нее максимально ужасно регенится. Ну да ладно. 5000 урона. Как Эгида прям нанес урона. Сильно. Сильно. Кстати, мне же один друид не нужен, получается. Тогда тренд гуляй. Я возьму с тебя деньги. Да, и ты мне не нужен. Получается. Нужен Тускар. Кто мне еще нужен? Ну, раз, два. Это даже 5 монет стоит. Что это такое? Изрешеченные. Что-то там. А, это, наверное, это. И знаете что? Наверное, все-таки 2 волшебников. Ну, какой-никакой, но это хотя бы буст по урону будет. Вот серьезно. Без рофлов это хоть какой-никакой, но будет буст по урону. Я уверен в своей победе, поэтому я максимально много всего беру на себя. Мне на самом деле нужен Battle Fury. Так, 6 орков против меня. Окей. Вот это вот чувак может меня задумать в лицо прям. Это будет неприятно. Гритеры, кстати, собрались через Марс. Ну, кстати, опасно. Гритер может меня законтрить и все. Финиталя комедия. Ну, посмотрим. Но я в своей победе в любом случае уверен. И хочу показать одну фишку. Смотрите, как узнать, что вы выиграете или проиграете. Вот. За серию побед плюс 3. Это вы выиграли раунд, несмотря на то, что здесь будет происходить. Ну, просто посмотрите, что рыцари... Ну, как я против рыцарей зверями. Просто, ну, звери, ну, просто уничтожают. Если здесь будет за серию побед плюс 0, то это означает, что вы проиграли раунд. Как-то так. А теперь важный момент. Мне пришел рыжий лис. Пусть пока стоит, но что с ним делать, я пока не придумал. Вот пока что реально не придумал, что с ним делать. Ну, кстати, если же и рыжего лиса сверху поставить. Вообще, мне кажется, 9 убийц прям вообще шикарно работали, потому что тут бы только критов было, что... Просто в шоке. Можно, кстати, криты закинуть вместо минус армора, хотя минус армор тоже классная тема. Намного больше урона прилетает. То есть там, ну реально, ну, косарь урона просто будет прилетать с каждой тычки. Если был бы Battle Fury и криты, то там забейте. Там без шансов. Ну, даже сейчас хочу еще раз глянуть. Ману, конечно, он реально не восстанавливает, когда вот так летает. А, не, ну восстанавливает, но прям чуть-чуть. Полетал.
Да, что-то такое надо, не на ману реген, а Battle Fury, который бы ману регенил намного быстрее. То есть, если был бы Battle Fury, там бы просто столько маны регенилось в секунду. Так, я уже могу поставить. Вот, все. Все, 4 полуорка. Теперь у меня все милишные герои. Все, ну, кто не знает, что такое милишный, это все герои ближнего боя сейчас будут летать, всех станить и тому подобное. Но единственный минус, то, что я сейчас хочу обратить ваше внимание, это то, что там есть чувак, который играет на гритерах. Ну вот, кстати, мета рыцарей. Его даже пещерник ногами бьет. Не знаю. Да. Ну, короче, такое. Я не понимаю этой меты немножко. Но было бы прикольно его забудить. Троечку. И через убийц. Я думаю, там вообще бы просто такой развал кабинета был бы, чтобы мама не горюй. Ну, сейчас. Ну вот, смотрите, сейчас как будет работать полуорки. Все герои ближнего боя просто полетели. И прикол в том, что когда фигура умирает, видите, они снова бегут. Это прикольно. Отчасти это прикольно, реально. Отчасти. Ну, не на постоянку. Я бы на постоянку, допустим, такого, ну, таким бы не страдал. Кира. Ну, ладно, не хочу Киру. Я не смогу, наверное. Так, опа. Это сюда. Что мне не нужно? Это мне не нужно. И криты я потеряю. Баши я оставлю пока что. Опа! Как под заказ. Просто Battle Fury. Боже, да там сейчас столько урона будет. И рыжий лис приходит. Но на самом деле тут можно не только так сделать через эту панду. А можно еще через рыжего лиса сыграть. Но жалко, панду не в тройку забужу. Забудить можно. Ладно, посмотрим, может я реально его сделаю. Потом просто докуплю себе там тех и все. Будет четко. Эгиду в троечку собрать. Ну, сейчас надо смотреть, как я буду жить против гридера. Если против гридера все будет очень плохо, то я 100% буду делать то, что говорил. По-любому буду абузить Иру, но через рыжего лиса. Тут надо просто посмотреть, как я работаю против самого гридера. Ну вот, сейчас он попался против меня. Так, он с МК, кстати. Ну, как-то беспощадно я его немножко. Ну, кстати, он у меня... Чё? Как? А как так много? Я не понял немножко, как так много урона он мне нанес. Так, эти пусть поближе будут, эти пусть подальше будут. Я реально что-то не понял, каким образом он мне столько урона нанес в лицо. Так, вот его я и оставлю, пусть он так будет. Такого уровня. А чем он мне так реально много урона нанес? Разор 7500 урона? Это типа у него все в разоре сейчас? Нет. А как он так много мне урона нанес? А, вот, все в разоре. Почему не показывается? У него все шмотки в разоре. Да, он играет через разор, через магический, ну, через магического разора. Смысл? Только не знаю. Ну, ладно. Чуть по лицу не дал, так что, в принципе, работает. Чуть по лицу не дал, так что, в принципе, реально работает. Я оставляю, кстати, еще собаку, потому что я немножко себе брони поднимаю. Просто полетел. И фулмана сразу. Боже, как же это сильно. Еще криты реально и все. Да, разрыв беспощадный будет. Панда пришла, обалдеть. Кстати, есть еще второй чувак. Ну, рыжий лис поднимается. Да, рыжий лис прям идет, я бы сказал бы. Но если синергия Киры придет, тогда. Тогда реализуем рыжего лиса. Так, третий лон-друид. Хорошо. Стенка есть. Стенка есть, это прекрасно. Его апать не буду. Ну, кстати, таким образом, если реально мне сейчас будет приходить дальше все. На самом деле, иди гуляй, чувак. Вот реально, иди гуляй.
Отхил. Башер тебе давай, отхил мне давай. Вот так. 4, то есть 6 зверей, 4 полуорка и убийцы. Против гритеров не работает, как мы видим. То есть бум-бум-бум-бум-бум. Как же это было мощно. Не, ну это жестко. Это очень жестко. Я шокирован чуть-чуть. Ой-ой-ой, Варлок пришел. Ну, выглядит красиво, реально, ребят. Вот согласитесь, реально выглядит красиво. Бумеранг еще поставлю. Бумеранг. Книга опыта, давай сюда. МК. Вау. Так это вообще круто. Под МК так самое то. Манки Кинг сейчас там натворит что-то делов. Гида в троечку, если соберется. Если соберется этот чувак. Так, этот нужен мне? Есть... На самом деле, я только Гриттера опасаюсь. Всех остальных я развалю. У него Гриттер огромный, конечно, там. Ну, мне только не хватает одного предмета, я его полностью законтрил. Это вот этот шар бездны. Но толку мне от того шара бездны, если я и так буду сейчас выносить. Я сейчас хочу еще раз... Ну вот, опять Гриттеры. Не убил, конечно, но тем не менее... Оп, полетел. Мне просто интересно посмотреть на станы еще сверху. Тук, отлично. Ну, Гриттер, короче, не опасность для меня. Да для меня вообще тут никто не опасность. Давайте объективно судить. Я с ними как с детьми сейчас играюсь. Потом полуоргов разберу. Ну вот. Сейчас деф магический есть. Тебе давай. Рыжего лиса в троечку ап. Зверей ап. И все. Ну, 9500 ром. Ну, кстати, есть один плюс. Когда вот такой вот билд, есть один такой плюс. Сейчас я скажу вам какой. Плюс в том, что он, когда юзает свою способность, во-первых, он становится неуязвимым. Это первое. Второе, весь урон, который в него пролетает, он и выйдет. И, я так понимаю, контроль тоже. И третий момент. Это... Он просто бессмертен. Все, ну, что еще говорить? Он просто бессмертный. Выносит все и вся. Делает, что хочет, как хочет. Но с полуорками реально прикольно комбинировать много милишных созданий. По-другому это не назвать. Собачка. Собачку, наверное, взять надо будет. Так, алхимик. О, о, не, ну надо. Ты меня, конечно, извини, дорогой, но надо. Бусы тогда тебе. Тебе вот это. Нет, тогда это все тебе. Ты, панда, извини меня, конечно. Ну, ты реально классная пандочка. Все такое. Но есть просто намного могущественнее герой. Намного. Так, это сюда, вот так. 1800 хп. Он сейчас должен просто разваливать кабинет так, как никто никогда в жизни не разваливал. Так, минус от хил я оставлю. На самом деле просто критов сейчас не хватает. Но сейчас я хочу посмотреть, как это выглядит. Так, автопокупка. Да нет, с рыжим лисом это вообще забудьте. Там, я думаю, Эмбер в тройку, конечно, это имба лютая. Но вот это вот чудовище, это просто реально чудовище. Это чудовище такое, что забудьте просто. Это такое чудовище. Всем чудовищам чудовище. Варлок. Так я еще могу еще и выставить Варлока вот так вот. Сверху так. 4 отхила. Да все, ну мне в принципе уже без разницы, как я сейчас буду играть. Скорее всего, хоть левой ногой, хоть правой. Мне на самом деле бусы не нужны.
Не, ну иллюзии пусть будут. Это все-таки. Ну и криты, короче, возьму сейчас. О, криты. Все, мне маска на отхил не нужна. Ну, смысл от нее. Какой в этом смысл? Опа, кстати. Ну, а сейчас просто посмотрите. Сейчас сказать, что будет за прикол. Ну, экзорцизм нужен, кстати. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, он меня вынес из того, что бум. Мне нужен доспех экзорцизма. Реально нужен. Ну, катка прям такая, знаете, ну... Стоит своих эмоций. Я с ним, конечно, еще играюсь. Мог бы давно-давно закончить это все. Так, давайте, знаете что? Вот так вот. Пусть будет у меня немножко отхила, и мне нравится то, что есть немножко отхила. И сделать их немножечко поближе, чтобы Дум не так далеко прыгал. Вот, отлично. Этот чат схавает, прыгает туда. На самом деле просто расстановка сейчас решила. Вот сейчас будет имба. Бум! Бум! Хускара-то, конечно, мощный. Но мой намного мощнее. А МК в тройку так вообще. Точнее, в двоечку. Ладно, надо заканчивать. Отлично. Ну все. Иди сюда. И я реально просто вот так сейчас сделаю. Ну, а как еще? Я сейчас буду хавать самых сильных персонажей, которые у меня есть на столе. Это первое. Я бы на самом деле даже вот это вот забрал бы. И давайте вот как-то поближе я их поставлю, чтобы еще ближе он был. Так, собачку надо продать. Хотя на самом деле я посмотрю, что в двойку будет сильнее. Боже, как это мощно выглядит. Ну это красиво. Это реально красиво. Он может меня вынести, бесспорно может. Но я тогда могу МК одеть. Но у меня просто, посмотрите, какой он огромный. Я вот этот сейчас заменю предмет. Отхил, кстати, у него есть, но мне все равно на его отхил. Есть и есть. 6 орков, 9 воина. Ну, это прикольно смотрится. Кстати, надо немножечко, наверное, пошире как-то сделать расстановку. Объясню сейчас почему. Там же у Хускара предмет. Вот это ружье. Я думаю, он, конечно, его заменит. Короче, мне сейчас не хватает только одного предмета. Это бессмертие. С бессмертием, я думаю, вообще все равно. Максимально. Но это красиво, на самом деле. 6 орков у него. Плюс воины. Рефрешер, уклонение. На самом деле, что я хочу? Я, наверное, хочу уклонение, клинок. На него есть МКБ, поэтому бессмысленно. Забудьте. Скип. Battle Fury, еще один. Но я могу это сделать так. Вот так. Бессмертие. Не бессмертие надо, а не отражение. Ну ладно, щит отражения. На самом деле нужно бессмертие. Щит отражения это, конечно, круто. Но... Что это за предметы там? Бессмертие получил. Я криты. Так, он рефрешер получил. На самом деле я могу сейчас, чтобы Кира вот этот хавал всех. Я просто сейчас думаю, что мне надо. Я сейчас посмотрю. И решу. Я уже одного вот вынес. Самого главного. Угу. А, ну все. Нет? Ладно, я скипаю. О, маска на отхил.
Блин, а кого мне тогда жертвовать? На самом деле... МК не хочется жертвовать, МК хочется оставить. Давай мы ему палку отдадим. Сделаем так, а это сюда. А это сюда. Ой, спасибо, ты поближе поставил? Молодец какой ты, ну какая ж ты булочка сладкая. Боже ты мой, еще и МК тебе палкой по лицу зарядил. На! Не, с рыжим лисом это намного лучше, чем с Эмбером. Но если бы Эмбер бы навела в тройку, это было бы вообще полный развал. Но просто минус в том, что я не смогу в таком случае реализовать синергию Кира. Тут же он мне просто, ему повезло немножечко, и он мне тем самым вынес. И все, я, кстати, предмет забыл даже забрать ему, да? Я, походу, даже ему предмет забыл положить. Но ничего страшного, и так сойдет. А, маску сюда я отхила закинул. Но это красивая игра, и очень повезло, хорошо. Шик, мне нравится. Смотри на меня. И не забудь поставить лайк под видос и комментарий, что ты думаешь про этот видос. А так, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи!